Белорусы с BLG захватили авторынок РФ. АвтоВАЗ в ярости придумывает новые законы, чтобы избавиться от конкурентов. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить ваш царский лайк. За это в конце с меня не смешной анекдот. Также переходите в наши Рутуб, ВК и Телеграм каналы. Белорусская марка BLG появилась на автомобильном рынке довольно неожиданно. Но очень быстро стало понятно, что она пришлась по вкусу покупателям и в Беларуси, и в России. Совместное предприятие между белорусской стороной и китайцами, занимающееся сборкой машин Geely в союзной республике, работает уже почти 1,5 десятилетия. Все это время автомобили, выпускавшиеся на заводе, сохранили оригинальную китайскую символику Geely на капоте и крышке багажника. И только в 2023 году было принято решение о запуске отдельного бренда BLG. Теперь это самостоятельная марка, которая соперничает не только с Chery, Haval или Ладой, но и со своими же родственниками Geely. Китайцев такой расклад совершенно не смущает. Их интересы учтены, а потому никакого напряжения из-за перетекания клиентов к BLG не возникает. Сегодня в линейке новой белорусской марки 3 автомобиля. Первый из них кроссовер BLG X50, представляющий собой бывший Geely Cool Ray первого поколения. Более того, права на этот автомобиль по открытым данным полностью выкуплены белорусами у китайцев, что позволяет экспериментировать с моделью и в будущем создавать собственные варианты на ее платформе. Второй автомобиль BLG X70, который ранее продавался как Geely Atlas, и третья модель седан BLG S50, по сути являющийся хорошо известным Geely M Grand. Причем M Grand до сих пор официально реализуется у российских дилеров Geely, но похоже, что вскоре продажи оригинала прекратятся, уступив место версии с белорусским шильдиком. Так и напрашивается вопрос, неужели белорусы решили всерьез побороться за российский рынок и даже разделить его с АвтоВАЗом? Все именно так. В Беларуси BLG уже фактически доминирует. В прошлом году самым продаваемым автомобилем в стране стал BLG X50. На втором месте расположился седан S50. И лишь на третьей строчке оказалась Lada Vesta. Четвертую позицию плотно занял X70, то есть бывший Atlas. Гранта, которая в России уверенно держит лидерство, в Беларуси смогла подняться только на 5-ю строчку рейтинга. Но для руководства BLG таких успехов на маленьком внутреннем рынке недостаточно, ведь рядом находится гораздо более емкий российский рынок. Амбиции компании совершенно конкретные – занять второе место по продажам в России, вытеснив с пьедестала Haval и Chery, и удержать позиции рядом с АвтоВАЗом. На сам АвтоВАЗ белорусы пока не замахиваются. Российский концерн имеет сильную поддержку государства, и его позиции защищены. А вот против китайских брендов борьба будет вестись открыто и без препятствий. А для тех, кто планирует сэкономить до 40% на покупке автомобиля, используя лазейку в утильсборе, рекомендую обратиться в Hotcar Online. Ребята поставляют автомобили с аукционов Японии и внутренних рынков Южной Кореи и Китая, с полным набором услуг от поиска и покупки до отправки, оформления и доставки в ваш город. Hotcar берет на себя подготовку всех документов, перевозку на судне, растаможку, ГИБДД, а вы получаете автомобиль, готовый к эксплуатации. Ознакомьтесь с базой отзывов и рекомендаций от клиентов, с которыми уже пройден этот путь. Контакты и ссылки оставил под видео, пишите или звоните, и вам рассчитают стоимость понравившегося автомобиля и расскажут, как получить выгоду до 40% с рынком РФ. А мы идем дальше. Стоит признать, что старт у BLG вышел удачным. За 2 года марка вошла в десятку самых популярных в России, тогда как, к примеру, Москвич так и не смог завоевать популярность. В прошлом месяце бренд занял 6-е место в общем рейтинге продаж, а кроссовер BLG X50 сумел подняться на 5-ю позицию среди всех моделей. Но при этом именно X50 остается локомотивом продаж, тогда как X70 пользуется куда меньшей востребованностью
полностью. Если цель второе место в стране, то без расширения модельного ряда этого не достичь. Ситуация развивается именно в этом направлении. Завод уже заявил о наращивании производственных мощностей ради выпуска новых моделей, а в интернете появились фотографии автовозов с седанами M-Grand, только с новыми шильдиками. Вместо Geely на багажнике красуется надпись BLG, а вместо M-Grand теперь значится S50. Таким образом, следующим шагом компании станет продвижение именно BLG S50 на российском рынке. Машина сама по себе привлекательна. Размеры D-класса, атмосферный двигатель и классический автомат. Если же под маркой BLG она окажется дешевле, чем M-Grand, успех практически гарантирован. Уже сейчас этот автомобиль активно используется в такси и хорошо продается частным покупателям, а с ценовым преимуществом спрос только усилится. Дальнейшие успехи BLG напрямую зависят от того, насколько грамотно они выстроят работу, смогут ли предложить выгодные кредитные и лизинговые программы, расширят ли модельный ряд, добавят ли новые машины в разных сегментах. При правильной стратегии у марки действительно есть все шансы закрепиться на втором месте российского рынка, обогнав китайских конкурентов. И тут возникает закономерный вопрос: сможет ли BLG стать по-настоящему народной маркой в России? Все решат ближайшие годы и реакции покупателей. Не знаю, кто создатель этого проекта, но сразу видно умный человек. Взяли самые популярные модели Coolray, Atlas и M-Grand и адаптировали у себя. Логично? Да. Что сделали наши эффективные менеджеры? Взяли самого страшного и самого дешевого Джака, назвали его Москвич и поставили цену в 2 раза дороже, чем он реально стоит. Результат налицо. В России с начала года средний рост розничных цен на бензин составил 5,74%. Он опередил официальную инфляцию, которая за тот же период определена на уровне 4,16%, сообщает Росстат. В ведомстве отметили, что рост стоимости бензина ускорился в разы. При этом розничные цены на дизтопливо повысились с начала года ниже уровня инфляции на 2%. Скорее всего, это скоро исправят. Ведомство оценивает динамику цены, основываясь на данных 2000 АЗС в 279 городах России. Здесь надо заметить, что за последние дни оптовые цены на бензин АИ-92 и АИ-95 на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже достигли исторических рекордов. Почему это происходит, как думаете? Бензин дорожает выше инфляции, техосмотр дорожает выше инфляции, запчасти дорожают выше инфляции, продукты дорожают выше инфляции. Когда все дорожает выше официальной инфляции, точно официальная инфляция идентична реальной? Напишите в комментариях, что лучше: АвтоВАЗ, BLG или Москвич. Или лучше привезти автомобиль из Кореи и Японии. Ну и обещанная мною шутка. Девушка рассказывает: однажды я попросила у коллеги померить очки. Смотрюсь в зеркало, а они мне пипец не идут. Ё-моё, какая страшная. В этот момент коллега: а тебе без очков не видно было? А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в наших Рутуб, ВК и Телеграм каналах, ссылки в описании.